Здравствуйте, дорогие друзья! Вот моя новиночка, красоточка. Не могу никак на нее налюбоваться. Купила я ее совсем недавно на свой страх и риск, совершенно без корней. Сейчас я занялась тем, что отсыпала часть коры, вытащила торфяной стаканчик, полностью у меня получилось вытащить, веломен, сгнивший на некоторых корешочках, на которых тоже получилось. И щипчиками я отковыряла немножко старых листиков, чешуек от листиков. Шея вроде бы чистая. Сейчас я буду обратно засыпать кору. И хочу проделать дырочки на горшочке, чтобы корешочки, если там какие-то остались, вот похожий на зеленый, чтобы они дышали, чтобы грунт хорошенько проветривался. Какие-то красные корни. Буду лечить. Подсмотрела у девочек одно лекарство, попробую. Скоро буду отрезать цветение, еще совсем немножко полюбуюсь. Даже бутончики хотят открываться. Некоторые цветочки уже вянут. Но пока не лишаю себя возможности полюбоваться. Вдруг больше не получится. Если это вдруг орхидея Арксрей, они очень вредные, конечно. Но я сама выбрала этот путь. Я видела, что у нее очень плохие корни. Я на свой страх и риск все-таки купила эту орхидею. Но я не пожалела. Даже этими цветочками я с такой радостью любовалась. Красота. Очень красивые. Каждый цветочек — произведение искусства. Я начала делать дырочки. Видите, просвечиваются даже зеленые корешочки. Еще вот корешочек. Хоть он немножко и засохший, возможно, он проснется и раскуклится. Вот еще есть корешочек, который я хочу замачивать в водичку, чтобы он пил. Опущу его в поддон. И пусть он питает орхидейку. Я сделала большое количество отверстий. Там, где корешочки. Вокруг корешочков. И далее я хочу оставшиеся корни замочить в препарате Максим. Сейчас я принесла литр воды. У меня литр воды теплый. Препарат Максим 2 мл. В оранжевой упаковке.
Аккуратно разрезаем, чтобы ничего в округе не перепачкать. Перемешиваем Максим. И ставим нашу орхидейку, приготовленный препарат. И оставляем орхидею в таком состоянии на полчаса. Горшочек не полностью погружен в Максим, так что я решила взять другую баночку, чтобы орхидея полностью была погружена в Максим. Так, сейчас я залью Максим в эту баночку, чтобы все полностью корешочки, вся шея были погружены в Максим. И оставляем орхидейку на полчасика пропитываться препаратом Максим. Максим от всех гнилей помогает, и потом после него очень хорошо растут корни у орхидей. Надеюсь, эта орхидея будет не исключение. Прошло полчаса, и сейчас я буду доставать орхидею. Для этого я возьму баночку, положу на дно побольше салфеток, чтобы лишняя влага из горшочка впиталась. Сначала солью всю воду. Как раз наше отверстие в горшочке просушит кору побыстрее. И оставляем орхидейку просыхать. Потом вытащу ее в обычный поддон. Ну все, дорогие друзья, показала вам первые действия, которые я провела с этой орхидейкой, с моей красоточкой новой. Все, что я дальше буду с ней делать, буду вам показывать. Будем экспериментировать вместе.
Пока я цветение не срезаю, но оно уже вянет, и скоро придется срезать. До живой почечки, скорее всего. Ну все, друзья. Буду с вами прощаться. Спасибо за просмотры, за то, что комментируете мои видео, ставите лайки, подписывайтесь. Кто еще не подписан, подписывайтесь. Желаю вам всего самого доброго, здоровья, мира, добра. До скорой встречи, друзья. Пока-пока.